Всем привет, с вами Дэн. 7 лет спустя, да, именно 7 лет назад я был на заводе «Ракета» в гостях, снимал подробный ролик про завод, про производство, такой, знаете, в формате скорее экскурсии. И вот в начале мая этого года мне повезло оказаться на заводе «Ракета» еще раз, 7 лет спустя. И хочется сейчас рассказать про изменения, которые произошли с «Ракетой» за эти 7 лет, и о своих впечатлениях, ну, как всегда, да, и о моем понимании развития завода и в целом бренда «Ракета». Поэтому повторяться, наверное, про производство вот так вот детально, как в прошлый раз, я не буду. Здесь, как мне кажется, немножко другая смысловая нагрузка у этого ролика должна быть. Так что запасайтесь чайком или кофейком и приглашаю вас на свою прогулку по заводу. Ну, наверное, конечно же, я ожидал, и все вы ожидали, что за 7 лет пройдут положительные изменения. И да, действительно, завод изменился. Я бы даже сказал, что это уже совершенно другое пространство. И пространство, арт-пространство на входе, да, как это все происходит, и пространство завода, это по большому счету два разных завода. Наверное, не в плане производства, не в плане оборудования, станков, технологических процессов, а именно в плане того, как это все развивается, как это выглядит и представляет из себя сейчас. То есть завод идет вперед, завод движется. Я об этом говорил и 7 лет назад, и сейчас, да и в принципе каждый раз, когда снимаю какие-то ролики про ракету, да, «Ракета» — это та марка российская, которая идет поступательно, шаг за шагом вперед. Это здорово. Знаете, это вот, наверное, классно, когда ты возвращаешься в то же самое место годы спустя, и когда, знаете, оно становится лучше. Ну, как все изменилось, да? Во-первых, Петергоф изменился. Во-вторых, конечно же, изменилась «Ракета». То есть сейчас ты видишь сразу красивую входную группу, двери, вот это пространство большое, которое дает объема, ощущение свободы, простора, воздуха. Это просто супер. Я вообще люблю открытые пространства и вот такие, знаете, магазины, офисы, где ты чувствуешь этот воздух. Когда у тебя нет вот этого воздуха, дышать просто нечем, да, а здесь прям свободно, открыто, супер. Корпоративные цвета, красный, белый, плакаты, экраны, приятные люди, которые тебя встречают, когда ты туда заходишь. И сразу ты понимаешь, что вот есть здесь места, где можно разместиться, попить кофе, чаю, и тебе расскажут о чем-то, проведут экскурсию. Блин, это супер на самом деле. Вот ты приходишь на завод «Ракеты», да, попадаешь сначала вот такое вот, ну я его называю арт-пространство, может не самое правильное название, но мне кажется, вот оно больше это отражает. И ты сразу окружен некой такой вниманием и заботой. Потом дальше чуть-чуть проходишь как бы вперед и попадаешь уже в такой вот как бы корнер, который очень сильно похож на тот корнер, например, который представляет собой корнер «Ракеты» в торговых центрах, да, где размещены их бутики или их магазин на Тверской. Это все вот в одном стиле, в одном дизайне. Такой, с одной стороны, это космический дизайн, футуристический дизайн 60-х, когда все это зародилось. С другой стороны, он выглядит очень современно. Здесь есть и экраны, здесь можно и послушать, да, здесь, конечно же, выставлены модели. И все это выглядит реально очень современно и стильно. Понятное дело, что здесь работали дизайнеры. Это здорово. Мне нравится, что нет вот этого присущего очень многим брендам нагромождения, когда куча моделей, все это вот встает в каком-то в одном месте, друг на друге. Нет, у «Ракеты» ты подходишь к одной модели, смотришь на нее со всех сторон, 360 градусов обзор, и есть какая-то идея всегда, то есть потому что каждая модель «Ракеты» это некая идея, некое представление. И недаром, что у них некоторые лимитированные модели комплектуются еще вот какими-то дополнительными объектами. Ну, это подводная лодка, космический корабль там, и так далее. Да, ну, вы все это знаете. И это вот как бы такое продолжение и расширение истории. И когда ты смотришь на вот эту вот подборку моделей «Ракеты», то как раз у тебя сразу возникают некие образы в голове. И почему ты, например, тебе нравятся эти часы или не нравятся, и с чем они ассоциируются, как они воспринимаются, как ты в конце концов их воспринимаешь в своей жизни, в своем стиле.
И это здорово. Вот такое ощущение того, что, во-первых, бренд работает над тем, как его воспринимают, он сразу хочет показать, как его можно воспринять. Во-первых, да. Во-вторых, он не гонится за каким-то огромным количеством цветов, ремешков, браслетов, моделей, чтобы всем угодить, чтобы всем попытаться продать. Нет, здесь именно ты должен чувствовать, ощущать вот этот момент, тебе это по душе, ты это понимаешь, ты это воспринимаешь или нет. И мне нравится это. Мне, конечно, нравится, как это позиционируется. Поэтому все изменилось, ну, просто на 100%. Да. Раньше было хорошо, сейчас это превосходно. Ну, я так скажу. Красиво, да, стильно. Не буду, наверное, здесь в этом видео говорить о том, что вот это вся старая мантра, да, спасли завод, это и так понятно. Вот, кстати, важно сказать о том, что часовой бизнес, именно производство часов, механизмов, компонентов, это очень сложно, это очень затратно. Я как человек, который этим занимается практически всю жизнь, не в плане часов, а в плане вот инвестиций, бизнеса, сделок, M&A и так далее, да, маркетинга, стратегии, я прекрасно понимаю, что такое часовой бизнес. Именно производство часов, механизмов, компонентов это очень сложно, затратно, низкорентабельно. И люди должны это знать и понимать. То есть гораздо проще заниматься сырьем, переработкой и так далее. Да, потому что часовой бизнес в наше время это удел настоящих фанатов и тех, кто готов планировать на десятилетия вперед, кто пришел реально надолго. Меня, кстати, восхитил тот факт, что я прошелся по заводу. Спасибо ракете, в принципе, практически любой может прийти, там, записаться на конкретное время, договориться и посетить завод, насколько я понимаю, и посмотреть, как все работает, посмотреть на людей. Там огромное количество, большинство сотрудников, по-моему, это молодые люди. То есть люди приходят на завод, в часовой бизнес, в часовое производство. Им это интересно, это развивается, это вдохновляет. Блин, это классно. И, конечно же, ракета это в первую очередь мануфактура. И это главное и важное различие, потому что можно просто корпусировать часы, где-то их там заказывать, как правило, в Поднебесной, да, в Китае, и, в общем, вот у вас бренд. Но это, на мой взгляд, все-таки не полноценный бренд. Полноценный бренд это когда вы занимаетесь именно производством. Конечно же, ракета занимается производством механизмов, поэтому главное как раз то, что есть в Петергофе на заводе, это именно не арт-пространство, не бутик, выставка, где можно купить часы, а именно оборудование цеха по производству деталей, механизмов. Вот сейчас ракета формирует новый цех, переезжают там на другой этаж, делают все красиво, с подсветкой, корпоративные цвета. И это уже выглядит не, знаете, такой вот old fashion, да, там оборудование 60-х, старый производственный цех, здесь это все выглядит современно, с одной стороны такой модерн, а с другой стороны мы понимаем, что есть именно вот этот вот момент, когда, ну, давайте говорить честно, механические часы это технология все-таки такая вот ручная, да, это технология немножко прошлого, это технология про людей, про работу руками, про то, как мы вручную, ну то есть не мы, а мастера вручную отделывают детали, очень много ручного труда, очень много вкладывается именно мастера, который работает над деталями. И за это, кстати говоря-то и ценят, в принципе, механику, потому что, ну, понятно, что кварцевые часы там или смарт-часы, это все более технологично, пожалуйста, это надежнее, точнее, ну, там нет души. А вот здесь у нас именно вот такие технологии из тех времен, когда очень много делалось действительно руками и конкретными людьми. И это супер. То есть это соединение такое, да, происходит. И когда ты на это смотришь, то ну, у меня возникает огромное количество интересных образов. Ты понимаешь, вот здесь как раз тот самый стык, что с одной стороны, да, это завод, это технологии, с другой стороны, это именно то самое производство и те самые механические часы и механизмы живые, да, которые бьются, баланс, там, стучат вместе с владельцем. Это именно то, за что мы, собственно, и любим механические часы. Это потрясающе. Я посмотрел цеха, как они теперь по-новому начинают выглядеть. Здесь гораздо все приятнее, чище, современнее, красивее. Много, я думаю, вложено в
плане дизайна. То есть, опять же, это важно не только тем, кто вот как я пришел, отснял что-то, да, или покупатель пришел, посмотрел, а именно и тем людям, которые приходят на завод, молодым людям, да, в том числе. И они должны работать в комфортном пространстве, и им должно нравиться, вдохновлять. Это должно быть просто, ну, не знаю, как, сексуально должно приходить. Вот ты на завод пришел, и это кайф. Я видел огромное количество заводов современных в России, разных производств. Я хочу сказать, что завод «Ракеты», несмотря на то, что там большое количество ручного труда, и именно это и должно быть в таком заводе, да, мануфактура часовая, завод классный. То есть там очень чисто, это супер. Это супер, так и должно быть. И огромное количество людей, которые любят свою работу. Это видно просто по лицам. Энтузиасты, фанаты, там, комьюнити, блин, это нечто на самом деле. То есть, ну, это мило, уютно, это классно. И в целом, я бы сказал так, я знаком с некоторыми людьми с ракетой, мне кажется, это очень классно, очень талантливые люди работают в ракете и в офисе, и на заводе. И в целом для меня ракета это какой-то уникальный для России кейс. Я очень ценю то, что делает ракета. Я всегда ставлю в пример ракету. То есть, как можно в России действительно делать мануфактурные часы и, главное, делать бренд, который позиционируется как достаточно дорогой бренд. Это уникальный случай, это просто потрясающе, как это можно сделать. Поэтому в целом я бы сказал так, что за 7 лет произошло просто гигантское развитие бренда в плане того, как он воспринимается покупателями, как он воспринимается как качественный именно российский бренд с хорошей историей, с богатой историей, с интересными моделями, с высокой культурой производства, огромным вниманием к маркетингу, к продвижению, к моделям, к позиционированию. Над каждым вот этим вот моментом проведена просто гигантская работа. Мы же с вами это все видим. Посмотрите, выходит новая модель ракеты, и спрос, как правило, превышает предложение. Это все видно потому, за сколько уходят эти часы на Авито, да, на вторичке, когда очереди, перепродажи, перекупы, это просто безумие. Но это здорово, это именно правильное развитие, правильная работа над кейсом. И в целом я бы сказал так, что в России есть бренд, который может похвастаться как результатами за эти годы, так и маркетингом, и работой с аудиторией, с брендом. По факту в России действительно появилась премиум-марка. У нас же их никогда не было, а сейчас она есть. И она не просто в таких вот историях, в отчетах маркетологов, пиарщиков, она действительно по факту так и есть. То есть бренд, который работает с часовой и не только часовой аудиторией в стране, развивает, кстати говоря, эту любовь к часам, к механике. Ведь ракета уже вышла за пределы нашего часового комьюнити, она уже идет дальше, потому что она начинает продвигать вот эти ценности, этот интерес и среди тех, кто никогда даже не задумывался о том, чтобы купить себе механические часы. И это здорово. Да, конечно, ракету может купить не каждый, но у каждого продукта есть своя аудитория и покупатели. Да и механические часы сейчас это уже не прибор для измерения времени, а часть личного образа и самовыражения. И тут у ракеты в России, да по сути, и нет конкурентов. В общем, вот такое мое впечатление было по итогам визита на завод. Я очень рад, потому что 7 лет назад были, конечно, определенные вопросы. То есть у меня были некоторые, я бы сказал так, честно скажу, некоторые сомнения в том, что они смогут выдержать, они смогут выжить. И несмотря на вот это огромное количество ключевых гигантских изменений и в России, и во всем мире, ракета не просто выжила, да, а ракета развивается. Ракета становится лучше, и это видно по заводу, потому как все это сейчас происходит, как выходят новые модели. И это здорово. Это здорово. Поэтому, что я могу вам сказать? Приходите на завод, приходите в бутики ракеты. Я буду всегда рад прийти к ним в гости. На этом все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.